Всем привет, ребят! Сегодня в обзоре ФВ-215Б попросили записать полевую модернизацию. Это самый дорогой проект, по кредитам мне вышел, представляя модуля, в общем, много я потратил всяких ресурсов на него. Давайте посмотрим, я расскажу все, что есть что рассказать. Начнем с оборудования. Ну, во-первых, давайте два основных преимущества этой техники: его ХП и его пушка, поэтому постараемся здесь это все дело улучшить. ХП, вот мы ставим улучшенную закалку. По модернизации вот открывается на слотики, плюс там я еще дальше расскажу, почему ставим турбинку и досыладер, конечно, улучшаем вашу пушку. Второе, можете применять, но это основа, и я даже больше 90% играю. Второе, можно, если вы решили вот под арту где-то едете, по 3 арты, вот решили танковать, вот противоосколочный подбой поставить. Так, здесь вот снаряжение основа, и я даже не рекомендую вам ставить сюда допаёк. Почему? Потому что так горит, как эта техника, ни один танк в игре World of Tanks не горит. У них какой-то конструктор додумался разместить двигатель вот сюда. И он буквально через каждый выстрел, если вы подставляете вот это донышко, да и даже бывает через услю, он загорается. Вот по полевой модернизации там 7 этапов, когда вы проходите. Вот когда я проходил 3 этапа прошел, я 3 раза сгорел. 3 раза сгорел с автоматическим огнетушителем. Что это значит? Это значит, автоматический огнетушитель срабатывает, тушит, и второй раз поджигает, и его он просто не успевает восстанавливаться, огнетушитель 90 секунд там. И вы просто сгораете. Я так 3 раза. То есть каждые 28 тысяч я один раз сгорал, получается. Это я играл с премом и с бустами включенными. Поэтому через 3 таких этапа, 3 подгорания было принято решение. Вот видите, механик-водитель сбросил настройки и поставил чистота и порядок. То есть это возгорание двигателя уменьшает. В первом же бою, когда я переставил, в первом же бою я загорелся. Вот так, не знаю. И не сгорел, да, но загорелся. Факт в том, что и в последующих 3 этапа, вот 3 этапа я 3 раза сгорел с автоматическим огнетушителем, и дальше еще опять-таки 3 этапа до 6-го, когда прошел, также успешно 3 раза сгорел. Поэтому вот так вот, ребята, без огнетушителя никак я вам не советую ставить и играть, поэтому обязательно. Вплоть, ну, как мне все-таки можно показывать, надо все же, я считаю, что нужно чистота и порядок, но хотя видите, как статистика показала, что там 3 раза сгорел, что там 3 раза сгорел. Так, давайте дальше переходим до полевой модернизации. Полевая модернизация, ребят. Так, первое у нас выставили вездеходная ходовая, плюс 7 к сохранению набранной скорости. Потеряли минус 5 от скорости поворота. Кстати, здесь поворачивается ходовая очень хорошо, там на почти 50% лучше, чем в коня поворот, поэтому и минус 10% от прочности потеряли. Но у нас закалка там стоит, все это дело есть. Все, здесь выставили. Второе, если вы идете по моему пути, я вам советую пока его не ставить. Это мы поставим чуть дальше. Мы улучшили на скорость сведения. Почему? Я дальше расскажу. Так, третье. Минус 10% времени глушения и 10 времени дополнительного глушения. Ну, арты много, потеряли 3% обзора. Это звукоизоляция. Арты много, поэтому 10 уровень. Здесь выставляем вот это. Вот, остальные 2 модуля, с которыми пришлось повозиться и потратиться. Смотрите, как я говорил, основное преимущество техники — это пушка и ХП. Поэтому, смотри, выставляем минус 3 от времени заряжания. Теряем минус 3 от максимальной скорости назад. Что это нам дает? Давайте огневую мощь поставим. 7-12, видите? Если мы выставим вот этот, получается 7,56, но это почти полсекунды, это многовато на самом деле. И еще, смотрите, тут такой вариант, можно ничего не ставить, но вот здесь, ну да, еще вот, если вы ставите вот этот, то вот здесь обязательно нужно выбирать на мобильности, ставить двигатель, ставить турбинку, потому что скорость, вот мы сейчас посмотрим, мобильность, скорость 12 км в час, это
вот там маловато на самом деле. Но если вы без турбинки, эта турбинка вам еще дает 3 назад. Если без турбинки 9, он вообще не едет. То есть этот режим не играется без турбинки. Если либо тут тогда ничего не ставить, и тогда вот здесь можно такой вариант, ничего здесь не ставить, и здесь выбирайте на огневую мощь. Тогда у вас получится вот здесь, когда я вам сейчас скажу, где она тут. У вас тут получится 7,22, то есть нормально, на 1/10 и только больше. Но вы потеряете немножко в мощности, но приобретете, у вас минус 14 будет уже назад. Ну, такой тоже вариант есть. Но все же мне вот этот больше понравился. Итак, и следующее, смотрите. Следующее утяжеленное орудие. Также, как я говорил, орудие у нас преимущество и ХП. Улучшаем. Плюс 2 к запасу прочности, минус 15 от размера круга сведения после выстрела. Вот эти 15 после выстрела я вообще не пойму. Для кого они сюда его влепили? Это что, барабан или что? Какой разброс после выстрела? Он за 7 секунд успевает свестись, 10 раз. Ну да ладно. В общем, добавляем жизни, смотрим на жизни. Живучесть 890. Вообще много хп. Видите, сколько хп со всем прокачками, сколько добавляет хп. 890, если вот этот ставим. Так, 780. 110 хп, если значительно, в принципе. Поэтому здесь вот это, но мы ухудшаем минус 6 от скорости сведения. Вот про что я говорил. Выставляя вот этот, мы переходим сразу сюда. Вот, то есть я вот этот модуль открыл только тогда, когда дошел до вот сюда. Вот. Выставляем вот этот. Плюс 6 к разбросу. И тут же этим же мы прицелом вот, плюс 5 от скорости сведения. Точнее, тут скорости минус 6 от скорости сведения, а тут плюс 6 скорости сведения. То на то мы выходим. И смотрите, огневая мощь. Разброс у нас получается 0,32. Это очень хороший, это хорошая точность и хорошо играется с этой фишкой. Таким способом мы вот выровняли вот этот компонент и улучшили жизни. Также здесь, как я говорил, выбираем на мобильность, если вы там не поставили, то огневую мощь, если без турбинки катаете. Также бюджетный вариант, смотрите, если у вас с кредитами совсем напряг, то можно вот этот и вот этот 3 модуля ничего не выбирать вообще. Есть тоже такой вариант. Все, также когда прокачали, это вам дает плюс 3 запасу прочности, минус 3 от разброса при движении ходовой, минус 3 от разброса при поворотах ходовой. Не забываем также, когда все это вкачали, вот здесь ставить галочку «Ускоренное обучение экипажа», чтобы экипаж развивался равномерно. Все, надеюсь, видео вам пригодится и станет полезным. Увидимся.